У нас уже поздно, но вот закончилось сейчас голосование в парламенте Канады. И правда есть еще Сенат, который должен утвердить продолжение чрезвычайного положения в Канаде. Я не уверен, что сделает завтра Сенат, но могу только сказать одно. В парламенте сегодня убили демократию Канады. И я не делаю это драматические заявления, просто это факт. Чрезвычайное положение, которое до сих пор, вот сейчас вот, которое приняли поддержать до середины марта, сделано по одной причине. Для политических репрессий, подавить любое сопротивление режиму труда, забрать деньги у людей, продать машины, которые они имеют, продать все деньги и перевести в казну. Вот что хотят они сделать. И вот для чего им нужно чрезвычайное положение. Да, многие канадцы вообще не понимают и не знают, что происходит, потому что они смотрят только СМИ, главные СМИ, которые всегда пропагандировали за Труда, потому что получали от него очень много денег. CBC получила 1,2 миллиарда долларов в год на их нужды. Поэтому канадцы многие, может, и не знают. Но я скажу вам одно. За 7 лет жития в Канаде я понял одно. Они никогда не учили про нацистов. Они никогда не учили про Германию и не знают, что это такое. Они просто не знают. Если каждый из них смог бы сейчас прочитать историю, как Гитлер поднялся к власти в Германии, и из простой страны Германия стала нацистская Германия, они бы увидели, что точно так же делал он, как делает сейчас Труда. Один в один. Точно так же. Тоже он спасал Германию от еврейского всемирного заговора. Тут Труда спасает Германию от бунтовщиков, дальнобойщиков. Он так же, как и тут в Германии, он выдал бумажки евреям, поставил на них желтые звезды, потом забрал у них все деньги и в конечном итоге всех посадил в тюрьму и отправил в эшелонах сжигать. Да, тут, наверное, все-таки не дойдет до такой крайности, я надеюсь. Но вот дать бумажки, вакцинные паспорта, забрать у людей деньги и пересажать в тюрьму невинных, это называется политические репрессии. И это то, что делает Труда, и это для чего ему нужен экстренная ситуация, чрезвычайное положение в Канаде. Только для этого. И это единственное, о чем он сейчас думает. Уже разобрали все блокады и в Оттаве, и на границах. Уже нету грузовиков нигде. Люди разошлись по домам, часть из них арестованы, и у всех заморожены счета. Они не могут делать ничего, они больше не люди. У них забрали все, что у них было, все, что они заработали своим трудом. Забрал у них человек, который ни разу в жизни никогда кирку не поднял, никогда в жизни не работал, а жил всю жизнь за папины деньги, пытался быть боксером, пытался быть инженером, ничего не получилось, в конце стал учителем драмы, и вот эту драму он принес в Канаду, он расколол Канаду на две части. Люди ненавидят друг друга, люди кричат на друг друга, люди просто не понимают, что происходит. Нету Канады сегодня. Есть два лагеря, которые друг друга готовы зарезать и убить. Вот что сделал Труда. Вот какую драму он принес в Канаду. И не важно, что завтра решит Сенат. Как бы вы на это ни смотрели, демократию убили сегодня. Даже если Сенат завтра не разрешит продолжать этот чрезвычайный акт, демократия умерла. Потому что Труду дали возможность показать, что он может делать то, что он хочет. Его товарищ Джагмит Сингх продался. Как последняя тварь продался, потому что когда в Индии фермеры блокировали все дороги, он уговорил Труда выступить и сказать в поддержку фермеров, что Канада всегда будет стоять за права людей и за право на протесты. Это то, что сказал Труда, и это то, что сказал Сингх. А сегодня он ему вернул просто то, что тот ему сделал, он ему вернул одолжение, он ему был должен, и он ему вернул. И он проголосовал за него вместе со своей партией недобитых коммунистов. Они проголосовали, знаете, были люди... Я смотрел вот это голосование. Перед самым голосованием консервативная партия встала и сказала: скажите, это голосование считается вотом недоверия? Если тут сейчас проголосуют против этого акта, Труда уйдет? Они не ответили на этот вопрос. Они сказали, что это уже не важно, это не важно. Мы сейчас пришли голосовать. Как это не важно? Были
члены либеральной партии, которые встали и сказали, что единственное, почему мы не согласны с этим актом, но единственное, почему мы голосуем за него, потому что мы не хотим еще одни выборы. То же самое сказал это Джагмит Сингх, но Джагмит Сингху верить нельзя, он врет просто направо-налево. Даже его собственная община выступила против него и сказала, что он их не представляет. Так кого он тогда представляет вообще, этот непонятный человек? Я просто уже не хочу выражаться, хотя хотелось бы очень сильно выразиться на него. Вот что сделали сегодня в Канаде вот эти вот джахмиты, шмахмиты, которые просто продали свою душу за бабло, за услуги, за то, чтобы тот потом что-то сделал для него. Вот так вот они и делают. Давай, ты мне, я тебе. Рука моет руку. Вот что делают они. И вот что они сделали сегодня. Все проголосовали против, кроме НДП и либералов. И теперь у Труда есть полная власть. Диктатура, полная диктатура. Потому что этот акт не смотрит ни на что, ни на Конституцию, ни на права человека, больше ничего не существует в Канаде до середины марта. Только полная безоговорочная диктатура со стороны Труда. Он может делать все, и ему за это ничего не будет. Вот что произошло в Канаде. Да, я знаю, сейчас темно, уже поздно, но уж очень мне хотелось это сказать, потому что просто отстой. Я такого даже не мог представить, что Канада, одна из самых демократичных, как они кричали, стран, дойдет до такого унизительного положения. Весь мир смеется над ними сейчас. Весь мир смеется. Но они этого не видят. Они слепо верят в свое СМИ, которое врет им. Просто врет в глаза. Они не говорят о том, что канадские военные тренируют батальон Азов, у которых на каске нацистская свастика. Они об этом не говорят. Они не говорят, они кричат, что вот, половина денег на конвой пошло с Америки. Но они не говорят, что в 2015 году для того, чтобы победить на выборах, Труда получил бешеное количество денег с Америки. Только для того, чтобы скинуть Харпера. Бешеное количество денег. Вот что получил. Они об этом не говорят. Зачем? То, что у них Кристия Фриланд врала всем канадцам в лицо, когда ей сказали: эй, твой дедушка был нацист. Она сказала: нет, мой дедушка не был нацист. Как же не был, если есть доказательства? Нет, мой дедушка не был. И ее офис тоже подтвердил: да, ее дедушка не был нацистом. Это все русские придумали. Это русская дезинформация. Они пытаются повлиять на выборы в Канаде. Вот кто сейчас в Канаде. Диктатор Труда, который ни разу в жизни ничего не сделал, ни разу в жизни не работал и не знает, что это такое вообще. И Фриланд, которая внучка нациста, которая посылает канадские войска тренировать нацистский батальон на Украине. Я не говорю, что Украине не надо помочь. Украине надо помочь, но не нацистскому батальону. Вот кто сейчас тут в Канаде правит, а не демократия. Демократии тут больше нету.